Биткоин терпит крах. Он падает прямо как шкаф с 28-го этажа. В то же время альткоины сражаются в лужах крови. Пытаются выбраться, тонут, зовут на помощь, не зная, когда это закончится. Везде царят хаос и разрушение. Кругом безумие, и люди спрашивают, к чему эти разрушения, к чему это опустошение, и почему The Crypto Factor в такой момент сидит и попивает смузи. Все очень просто. Я говорил вам, что так и будет. Привет, ребята. Это Брифи Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифи Дэнс. Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором ведущий рассказывает о падении биткоина и чего ждать от крипторынка. Поставьте нам лайк за старание, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные выпуски. Слушайте, я же говорил вам, что это произойдет. Я предсказал это несколько месяцев назад. Я говорил, что мероприятие NVIDIA приведет к росту продаж на 20-40%. Я говорил, что халвинг биткоина также приведет к росту продаж на 20-40%. Когда были дампы, мы не видели этих 20-40%. Были 18-19%. А я говорил вам, что движение, вероятно, еще не закончено. Вы, наверное, думаете, ладно, Пол, я все понял, ты гений, ты все предсказал. Возьми с полки пирожок. Но что будет сейчас? Продолжит ли биткоин падать? Упадут ли альткоины еще ниже? Что мне делать? Покупать? Продавать? Что мне теперь делать? Ответ очень простой. Хорошо, сейчас биткоин очень сильно падает. Мы видим, что он находится ниже 57 тысяч долларов, 56 800 или около того. Он падал аж до 56 400 долларов, и это оказалось поддержкой. Это была незначительная, но все же поддержка или, по крайней мере, диапазон поддержки. Вы, вероятно, задаетесь вопросом, будет ли биткоин дальше падать? И если да, то на какие уровни стоит смотреть? Что это может значить для альткоинов? Что же вам следует делать? Покупать больше биткоинов и альткоинов? А если у вас нет капитала, то что вы можете сделать, чтобы минимизировать убытки и максимизировать прибыль сейчас? Сейчас мы поговорим об этом. Следующий диапазон сопротивления, если мы продолжим снижаться, будет примерно от 50 до 52 тысяч. Вот диапазон. 50 тысяч — это психологический рубеж поддержки. И еще кое-что, о чем я должен упомянуть. В районе 50 тысяч все меняется. Если цена падает ниже 50 тысяч, пытается подняться и не может преодолеть отметку в 50 тысяч, то та отметка становится сопротивлением. И мы становимся медведями. Нам приходится стать медведями. Если хотите, это Рубикон. И вы просто сохраняете медвежий настрой, пока графики не покажут обратное. В общем, если мы продолжим снижаться и не отскочим от поддержки, о которой мы говорили, то вот этот диапазон станет следующей поддержкой или линией обороны. Так что же вам теперь делать? Купить больше биткоинов? Купить альткоины? Что делать, если у вас нет свободных денег? Если у вас нет капитала, который вы бы могли вложить в криптовалюты? Есть ли какой-нибудь способ минимизировать убытки и максимизировать прибыль сейчас? Альткоины были опустошены. Они сильно упали в цене. Если вы посмотрите на месячный график, то увидите минус 53% для GTAI, минус 47% для DIM, минус 40% для Miria, минус 37% для Fetch, минус 38% для Ajax, минус 48% для PAL, Solana минус 40% и так далее. Итак, вот что вы можете сделать. Если вы забирали прибыль и у вас есть капитал, то самое время заняться покупками. Мы все еще находимся на ранней стадии бычьего рынка. Это следовало ожидать. И не только этого. Поддержка на уровне 50 тысяч, о которой мы говорили, это ваш стоп-лосс. Или еще ниже. Это ваш внутренний стоп-лосс, чтобы вы могли выйти. Вы можете минимизировать риск и начать инвестировать в криптовалюты прямо сейчас, с максимальной прибылью, доступной на этом бычьем рынке, если хотите. И что бы вы сделали дальше? Увеличили бы свое портфолио, улучшили бы свои позиции, создали бы портфолио с высокой, средней и низкой капитализациями, то есть с высокорисковыми монетами,
и продержали бы его до конца бычьего рынка. Возможно, вам даже удастся получить некоторую прибыль в зависимости от того, какие монеты вы покупаете и почему. В качестве примера я оставлю ссылку прямо здесь, а также в конце этого видео, чтобы вы могли увидеть, во что ввязываетесь. Но что делать, если прямо сейчас у вас нет никакого капитала? Во-первых, не волнуйтесь, это случается и с лучшими. Вот почему я призывал вас переводить прибыль в биткоин последние несколько месяцев. Если рынок продолжит расти, вы все еще сохраняете связь с биткоином. Вы можете следить за запаздывающими монетами. Но если рынок пойдет вниз, то вы сумеете использовать биткоин, чтобы купить эти альткоины, например, прямо сейчас, когда вы можете получить их за копейки. Так что, если у вас есть биткоин прямо сейчас, то вы можете начать конвертировать его в альткоины. Посмотрите на альткоины на месячном графике. Оцените, какие упали сильнее всего. Кстати, это наше портфолио. Если перейти, например, в топ-100, то можно увидеть больше вариантов. Еще больше вариантов доступно в топ-200 и так далее. В общем, используйте биткоин или часть биткоина, чтобы купить некоторые из альткоинов. А если мы опустимся еще ближе к 50 тысячам, то используйте еще немного биткоинов для покупки альткоинов. Убедитесь, что у вас есть мысленный стоп-лосс. И имейте в виду, что если мы опустимся ниже 50 тысяч и не сумеем подняться выше, то вам придется стать медведями. Но вы не так много потеряете, поскольку вы близки к этому уровню. Сейчас самое подходящее время для покупки биткоинов и альткоинов. Привет, это Пол из будущего. Когда я монтировал это видео, то заметил, что забыл сказать одну вещь. Как только биткоин завершит свое падение, стабилизируется и развернется, это станет ключевым моментом предстоящего сезона альткоинов. Альткоины стремительно начнут расти, приносить огромную прибыль. Именно поэтому я конвертирую часть своего биткоина в альткоины. Это может происходить медленно, а потом внезапно. Не ждите, что это произойдет сразу. Просто ожидайте сезона альткоинов после того, как падение закончится и биткоин стабилизируется. Если у вас нет биткоина, если вы не вкладывали прибыль в биткоин, как я вам советовал, то вы можете рискнуть и обменять часть эфириума или соланы на альткоины. Но вообще говоря, вы облажались. Вы ничего не можете сделать. Если у вас нет капитала, вы не вкладывали прибыль в биткоин, у вас недостаточно, например, солана, эфириум или монет с высокой капитализацией, чтобы больше рисковать. А вы должны понимать, то, о чем я говорю, очень рискованно. В общем, вы облажались. Надо было слушать. Но все в порядке. Так случается с каждым, не волнуйтесь. Это не только вы. Все, что вы можете сделать, держать это в голове. Помнить об этом, извлечь урок, сидеть сложа руки. Не стоит прижимать их к стулу, это неудобно. Просто сидите, сложа руки, и ждите. Не всегда нужно что-то делать. Бездействие — это тоже действие. Иногда нужно просто сидеть и ждать. Если вы хотите узнать, какие монеты лично я бы приобрел, обязательно посмотрите вот это видео. Или посмотрите вот этот ролик. Не пропустите эти видео. Обязательно посмотрите их. Не забудьте подписаться. Увидимся в следующем ролике. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.